Would you welcome, please, Foreigner! 1976 году английский рок-музыкант Мик Джонс, успевший поиграть с французскими и американскими звездами, решил сформировать собственную группу. В нее входили англичане Иэн Макдональд и Деннис Эллиот, а также американцы Лу Грэм, Алан Гринвуд и Эд Гальярди. Таким образом, одни участники группы были для других иностранцами. Это натолкнуло Джонса на мысль назвать группу «Foreigner» — «иностранец». При этом со смещением культур была связана и сама концепция проекта. Прежде всего, я хотел, чтобы в музыке группы сочетался ритм-блюз с британским роком, и при этом он звучал душевно и органично. Я вырос в Англии, но был вдохновлен многими элементами американской музыки, от блюзов Миссисипи до кантри энд вестерна. Foreigner стал средством выразить это сочетание стилей, объяснял Мик Джонс. С самого начала лидером группы был британский гитарист Мик Джонс, который впервые ворвался в музыкальный бизнес как своего рода наемник, появляясь на записях Джорджа Харрисона и Питера Фрэмптона, а также в составе современной версии Spooky Tooth. К середине 70-х Джонс переехал в Нью-Йорк, где некоторое время был участником группы Leslie West Band и работал менеджером по продажам в звукозаписывающей компании. Это было незадолго до того, как Джонс почувствовал желание стать частью другой рок-группы, поскольку он стремился собрать собственную команду. Вскоре Джонс собрал коллектив, состоящий из бывшего саксофониста King Crimson Иэна Макдональда и бывшего барабанщика Яна Хантера Денниса Эллиота. Они оба были британцами, а также нью-йоркских музыкантов Элла Гринвуда, Эда Гальярди и Лу Грэма. Джонс сразу же нашел химию в написании песен с Грэмом, в результате чего недавно сформированная группа взяла название Foreigner и подписала контракт на запись с Atlantic Records. Дебютный альбом, вышедший в 1977 году, был продан тиражом аж 7 миллионов копий только в США. Там он находился в топ-20 около года. Удивительно, но их второй альбом превзошел по продажам предыдущий. Ну а третий альбом повторил успех предыдущих работ команды. Однако участники группы Лу Грэм и Мик Джонс не были довольны этим успехом. Уже в 1979-м в команде начали происходить изменения в составе. Гальярди покинул группу и был заменен Риком Уилсом. Вскоре группу покинули Иэн Макдональд и Эл Гринвуд, а Грэм и Джонс были вынуждены нанимать сессионщиков для записи нового диска. Следующий альбом, названный просто цифрой 4, стал их самой лучшей и успешной работой. Все изданные синглы стали хитами. Очередная пластинка представляла собой набор хард и поп-рок композиций. Все это уже было в предыдущих альбомах группы, но на этом альбоме все стало мягче и красивее. После успеха пластинки был издан первый сборник. После этого Грэм и Джонс начали заниматься сольными проектами. Следующий альбом был выпущен только в конце 1984-го и принес группе первый и единственный хит, занявший первое место в хит-парадах как в США, так и Британии. Это баллада, основанная на Евангелии,
исполненная вместе с хором из Нью-Джерси. Хотя этот сингл и стал хитом, сам альбом оказался не слишком успешным в коммерческом плане. Его начали сравнивать с ранними работами коллектива. Кроме того, у него не было четкой концепции. Звучание композиции было жестче, чем в предыдущем альбоме, а песни стали грустными и унылыми. Спустя некоторое время группа снова прекратила свою деятельность. Лу Грэм и Мик Джонс вновь занялись сольными проектами. Джонс продюсировал альбом группы Bad Company, а Грэм работал над своим сольным альбомом. В 1987-м Foreigner собрались снова и выпустили альбом. Он не был успешен, несмотря на то, что группа тщательно и серьезно относилась к работе в студии. Эта запись была сделана качественно, но их стиль все больше и больше стал сближаться с поп-музыкой. Тем не менее, и этот неудачный диск стал платиновым, но он таким стал последним. И в результате конфликта между Джонсом и Грэмом они снова разошлись. Джонс продюсировал альбом Билли Джоэла и выпустил свою первую дебютную пластинку, а Грэм уже выпустил второй свой сольный диск, который был не таким удачным, как предыдущий, но там имелся свой хит. В 90-м Мик Джонс заново собрал Foreigner с новым вокалистом Джонни Эдвардсом и выпустил альбом. Как оказалось, это был их худший альбом по продажам, который достиг только 117-го места в Billboard, хотя основной сингл с альбома достиг 4-го места в чартах. Состав группы вновь изменился. Деннис Эллиот, Рик Уилсон и вокалист Джонни Эдвардс ушли из коллектива. В том же году по просьбе Atlantic Records Лу Грэм вернулся в Foreigner, и группа выпустила альбом, содержащий лучшие хиты группы и 3 новые композиции. А позднее был выпущен первый концертный альбом. 3 годами позже группа выпустила альбом, который возвещал о воссоединении группы. Но этот альбом стал даже хуже предыдущего студийника. Хотя баллада с этого альбома, которая была заглавным синглом, достигла 42-го места в Billboard, это был последний случай, когда их песня попала в чарты. В 2003-м Грэм снова покинул группу, чтобы продолжить свою сольную карьеру, и создал Лу Грэм Бэнд. Джонс, последний из оставшихся основателей группы, принимает решение реформировать коллектив и привлекает в 2005 году Келли Хансона на замену Грэма в качестве вокалиста. Легенды хард-рока, ударник Джейсон Бонем и басист Джефф Пилсон также присоединились к группе. Их новый альбом включал их классические хиты, сыгранные вживую на концерте, как чистый звук, подобно студийному. В 2009-м группа выпустила новый альбом, включающий в себя как старый материал, так и новый. После чего группа продолжала гастролировать на протяжении всех 2010-х годов, выпустив альбом в 2011 году и отпраздновав свое 40-летие в 2017 сборником хитов с метким названием «40». В том же году они записали живое выступление в Швейцарии вместе с оркестром из 58 человек и хором из 60. А весной 18-го они уже выпустили запись с симфоническим оркестром. Позже, в том же году, ностальгическая ретроспектива карьеры продолжилась серией воссоединяющих концертов. В настоящее время они работают над новым студийным альбомом, который, по их заявлениям, будет включать как новые хиты,
так и заново переиграны старые.